Куда еще распихать свои пожитки? Вот он вопрос, который волнует миллионы Плюшкиных по всему миру. В этом ролике специально для Плюшкиных я собрала лучшие лайфхаки. Меня зовут Наталья Шелковская, я дизайнер интерьеров, вы на канале Шахнат. Понять, Плюшкин вы или нет, можно легко по балкон-тесту. Если у вас завален балкон всяким хламом, или может быть даже не хламом, то уже пора что-то с этим делать. И вот что я предлагаю вам сделать в первую очередь. Обратите внимание на площадь шкафов, на их объем и высоту. Все шкафы у настоящих Плюшкиных должны быть подняты до потолка. Вы должны использовать максимально высоту шкафа. У настоящих Плюшкиных также должны быть подняты шкафчики и кухонного гарнитура до потолка. И в идеале вообще и комоды, и тумбочки даже можно поднять до потолка, но это уже совершенно другая история. В общем, поднимайте все объемное хранение ввысь. Если что-то не влезает в сам шкаф, то можно заглянуть вниз. Там еще осталось свободное пространство, которое называется цоколь. Вот в этот цоколь внизу шкафов можно удачно встроить хранение для обуви, может быть даже домик для робота-пылесоса или сейф. А в кухонном гарнитуре в тот же самый цоколь очень удачно встраиваются, например, бутылки для вина, хранение для вина, либо, может быть, хранение для каких-то плоских предметов, типа сковородок или крышек для этих сковородок. Но, конечно же, полы для этого должны быть ровными. То, что не вместилось в зоны шкафов и шкафчиков, можно размазать по другим стенам. Большинство людей смотрит на стену с окном как на место, куда бы можно подобрать какие-нибудь интересненькие шторки. Но настоящие и истинные Плюшкины знают, что по этой стене прекрасно размазывается пара-тройка дополнительных кубометров хранения. И можно даже сделать какой-то уютный уголок для чтения. Проверяйте, свободно ли у вас место над окном, над дверью. А если объединить вот это вот над окном и над дверью по контуру комнаты, по периметру, и получить хранение по всей площади, может быть, даже можно там заставить его книгами, которые вы не часто берете. Кстати, вот интересный тоже вопрос, нужна ли вам вообще дома библиотека? Может быть, уже пора переходить на электронные книги? Но вот эти книги вам нужны, и если они вам нужны дома, может быть, их удобно распихать вот так вот по периметру. Вот вам свежая идейка. Двери тоже могут стать прекрасным местом для хранения. По ним можно распределить и различные аксессуары, ремни, какие-нибудь очки, бижутерию. Можно развесить сумки, можно разложить тапочки, можно еще что-то мелкое вот так пораспихать в такие вот надверные кармашки. Будет очень удобно. И еще двери не обязательно межкомнатные использовать, а можно использовать дверцы шкафчиков. И, например, на кухне очень удобно по дверцам кухонного гарнитура распределять какие-то мелкие бытовые вещи, типа губок или, может быть, каких-то крышечек или еще чего-то такого плоского и легкого. Теперь, когда вы израсходовали все вертикальные поверхности в доме, можно переходить к плоскостям. Например, очень немногие Плюшкины знают, что под кроватью можно сделать полноценную гардеробную. Обращали внимание, что у вас в шкафу вещи в основном занимают высоты метр, а вот там внизу пространство под этими вещами, оно остается пустым и не очень-то хорошо соптимизированным. Вот в таком вот варианте вы получаете, в принципе, достаточно хорошо соптимизированную гардеробную, и у вас не будет вот этого пустого пространства. Если вам нужно дополнительное место для хранения, то посмотрите для себя вот эту вот идею. И это будет у вас кровать не просто с хранением внутри, то есть не просто каркас кровати, который вот так вот открывается. Это, в принципе, достаточно традиционная идея. Я уж и тут на всякий случай говорю. А именно, такая вот гардеробная, ваш маленький уютный мирок, который вы, кстати, можете сделать да хоть из шкафчиков Икеи. Теперь плоскость столешницы. Вот давайте ее разберем. Вот скажите мне, пожалуйста, у кого на самом деле есть вот эти эффективные 60 сантиметров глубины, которые нам завещала великая богиня эргономики, всем хозяйкам? Мне кажется, что у большинства хозяек нету этих 60 сантиметров. У них есть 40. Потому что вот там вот, ближе уже к фартуку кухни, наставлена куча всяких приборов.
чайники, тостеры, еще какие-нибудь там приправы, еще что-то, что-то. И в итоге получается не 60 сантиметров глубина, а вот так вот 40. И на этих 40 не очень удобно даже салат порезать. Не то, что тесто раскатать или какие-то более глобальные вещи сделать, типа пельменей. Приходится вечно все убирать, переставлять и что-то вот такое вот делать, переорганизовывать свою кухню. А можно, вот совет актуален для тех, кто сейчас проектирует собственную кухню и размышляет о ее конструктиве. Можно еще углубить вот эту столешницу больше и сделать вот это хранение там. И тогда у вас все ваши творческо-кулинарные предметы будут чуть дальше от вас, но всегда под рукой. Вы не будете их доставать из разных шкафчиков, вот так вот ударять себя по голове. Они у вас будут как, знаете, как у художника кисти и краски. Вот так у вас будут ножи или какие-то специи чуть глубже этой столешницы, но всегда в доступе. Подумайте, удобен ли вам такой вариант, может быть, вы для себя что-то такое возьмете. Где мы еще не были, так это в санузлах. И мудрые знают, что между боковым изгибом ванной и плиткой есть еще одна неосвоенная пустошь. И там можно сделать откидное хранение или не откидное, можно сделать полки. И вот это место тоже будет очень удобно для какой-нибудь бытовой химии. И еще очень любимое многими американцами хранение – это над унитазом. У нас чаще всего делают инсталляции, в Америке делают такие вот полки над унитазами, но я знаю, что все равно у большинства людей у нас в России унитазы отдельно стоящие, и для нас будет более применим совет из американских домов. Это вот такие вот полочки, вот такое вот хранение над унитазом. Обратите внимание, я вообще не рекомендую захламлять балконы и лоджии. Вот это пространство, оно предназначено изначально для отдыха, для того, чтобы вы туда могли выйти хоть как-нибудь, а не так, что вы выходите и боитесь правой ногой наступить на старый ржавый торчащий гвоздь из какой-то деревяшки, левой ногой думаете, как бы не попасть в этот горшок из-под завязшего цветка, а рукой вы так вот защищаетесь от падающей на голову лыжи. Такого не должно быть, это просто что-то ненормальное. Если у вас такой балкон, вы входите в комнату с таким балконом, вы уже ощущаете эту затхлость какую-то, и даже если вы не видите визуально этого бардака, даже если у вас все вот так задернуто шторами, вы все равно чувствуете, что вы не можете выйти на этот балкон, и вот это ощущение, оно очень сильно давит и очень сильно грузит. Поэтому разгружайте эти захламления. Есть такие вещи, которые дома вообще хранить не стоит. Вот, например, велосипед. Вы куда бы ни поставили велосипед в свой дом, он вам везде будет мешать. Гипотетически можно, конечно, взять этот велосипед, прибить его на самое видное место в центр какой-нибудь гостиной над каким-нибудь диваном с вензелями, сказать, что вы художники, а это вообще великое искусство и арт-инсталляция. В принципе, кстати, идея не самая плохая, но все равно, вот вы подумайте, вот такое сезонное оборудование, типа велосипедов, шин, может быть, каких-то сноубордов и лыж, неужели не лучше увозить от себя и сдавать, например, на удаленное хранение и не захламлять себе жизнь? Вот сейчас для расширения сознания знайте, что если что-то невпихуемое все-таки не впихнулось в ваш дом, и вместо того, чтобы засорять гараж, дачу или балкон, вы можете просто сдать это на удаленное хранение. Еще 1,5 года назад в своем ролике про планировочные решения я рассказывала о таких сервисах, и вот наконец-таки я смогла пробовать это на себе. Сейчас я помогаю родственникам с ремонтом в квартире, где они живут. И там комнаты ремонтируются по очереди. Я просто взяла одну из комнат и полностью со всеми вещами и мебелью сдала ребятам из чердака. Приехали муверы, сами разобрали мебель, все упаковали, завернули в мягкое, сфотографировали. Все фотографии выслали мне на аккаунт в этом сервисе, и все вещи загрузили себе в машину и увезли на склад. А привезут они мне это все вместе или по одной необходимой коробке на следующий день после запроса и в любую точку. Честно вам скажу, я очень сильно верю, что мы все в скором времени будем жить в минимализме и будущее за удаленным хранением. Потому что сейчас в эпоху дорогой недвижимости за кладовочку в 5 квадратных метров вам придется заплатить по среднемосковским ценам
практически 1 000 000 рублей. Счетоводы подсчитали, что среднестатистическому человеку требуется примерно 10 квадратных метров для хранения его собственных вещей. Если в кубометрах, то эта цифра будет равняться 26. 26 кубометров. Ну, либо 10 по полу. Так вот, эта цифра выведена с учетом всех шкафов, стеллажей, тумбочек, ящиков, сундуков и полок. И вот если мы представим, что обычная семья из 3 человек покупает квартиру 70 квадратных метров, то получается, что жить она будет на площади в 40 квадратных метров, а 30 квадратных метров уходит на хранение вещей для этих людей. Получается, что только для того, чтобы хранить все свое рядом с собой, нужно платить очень много денег. И в настоящее время вещизм – это роскошь. Чем больше вещей мы хотим хранить рядом с собой, тем больше должны быть наши кладовки и гардеробные, и тем больше денег мы должны иметь для того, чтобы покупать эти квадратные метры. Но есть же еще такое хранение, которое противоречит вообще всем законам здравого смысла и логики. Вот вы наверняка помните вот эти стеночки, вот эти вот витрины с посудой, которая ждет особого дня. А сколько таких особых дней бывает в жизни вот таких вот людей, которые любят хранить вот эту посуду для особого дня? 2, 3, 5 раз в год. И то это хорошо. А бывают ситуации, когда человек вообще проживает жизнь и так и не достает из шкафа красивую посуду, а сам всю жизнь ест из исцарапанных тарелок. Вот даже обидно за эти тарелки, которые произведены, чтобы радовать людей, а люди не хотят радоваться. И все храним мы вот эти вот подарочные пакеты, коробки, игрушки, статуэтки, которые кем-то кому-то зачем-то подарены и которые никому не нужны. Какие-то книги, которые давно не читаем. И все это, готовясь к лучшему завтра, а сегодня как-нибудь мы перебьемся на посредственностях. Нет, друзья, расхламляйтесь, выносите из дома все лишнее. К тому же это очень хорошая терапия для легких форм депрессии и для подготовки к Новому году, где вас ждет светлое и незахламленное будущее. Поэтому в 21 веке я разделяю взгляды рационального использования ваших пространств и площадей вашей квартиры или дома. Отказ от вещизма и избавление от всего старого через продажу, благотворительность или помойку, нужно подчеркнуть, и удаленное хранение всего важного, но не постоянно необходимого. Напишите, а вы по психотипу знатный Плюшкин или вы предпочитаете избавляться от вещей? До чего дошли вы в своих плюшкинских изысканиях? И, может быть, поделитесь со мной какими-то интересными решениями и своими плюшкинскими лайфхаками. На этом все. Спасибо вам большое за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. До новых встреч. Всем дизайн!